А кто это такие друзья и сколько их достаточно? Можно? Да, Вы там точно не трахаете друг другу мозг ни при каких обстоятельствах. довольно абьюзерский сюрприз. В моей молодости этого всего не было. Мы дружили только оффлайн. Одинокая роскошная жизнь. Мне нравится пить кофе, есть булочки. Еще раз, как она по-русски? Цифровизация. Цифра. И я одна одинешенька, и никто мне в этом не поможет. Мне кажется, просто четвертую подругу я уже не вывезу. И это шокирующе для меня, и я не поняла, как именно это делается. Маша почему-то решила, что мы уже достаточно близки, чтобы позвать меня на девичник своей свадьбы, но недостаточно близки, чтобы позвать на саму свадьбу. Ты только что описала классификацию дружбы по Аристотелю. На секундочку. Поехали! Итак, с вами Борщ Fuck Love, и сегодняшний выпуск веду я, Маша, и мы поговорим про дружбу и одиночество. Итак, погнали. Мы начнем с вопроса, как часто вы переживаете одиночество? И является ли оно больше субъективным или объективным? Расскажите мне, пожалуйста. Мы будем не мы, видимо, если мы не какую-то сразу типологию не разработаем и не построим на этом теорию. Да, Вот. И давай. я придумала, что одиночество может быть экзистенциальным. Ну, я тут не нова, конечно, но anyway. А еще оно может быть каким-то бытовым, и оно может быть как бы таким объемлющим, что ты просто, ну, по жизни у тебя какое-то фоновое ощущение и фундаментальное ощущение, что ты человек одинокий. А может быть ситуативным. И вот я поняла, что экзистенциальное одиночество присутствует у меня. И я в целом люблю позагоняться экзистенциально и собрать экзистенциальный страйк. Вот. А ситуативное и вот такое фоновое... То есть в целом я себя редко чувствую вот прям вот актуально одиноким человеком. Мне кажется, что это в какие-то моменты слабости такое случается. И я даже поняла, что, скорее всего, в эти моменты ключевое это не одиночество, а может быть, это маскируется под одиночество состояние. Ну, не знаю, например, что вот я живу в Белграде, и у меня, не знаю, есть финик, и я заболела, и вот я наедине со своими проблемами оказываюсь, что я, не знаю, с температурой, мне нужно срастить себе еды и пойти погулять с Финей, и я одна одинешенька, и никто мне в этом не поможет. Но, возможно, это как раз не одиночество, а это потребность в заботе и в какой-то помощи, прям вот, ну, конкретной физической. А вообще, наверное, как-то, ну, мы, видимо, про это уже поподробнее поговорим чуть-чуть позже, когда будем тему раскрывать. Я просто поняла, да, что у меня, наверное, как-то так жизнь устроена и организована, в том числе дружба, что как-то она так подсобирует со всех сторон. И еще я поняла, что, наверное, это тоже важный для меня такой момент, который меня спасает от того, чтобы не чувствовать себя одиноко, наверное, в какой-то моей потребности в социализации. То есть я всегда практически хорошо себя чувствую сама с собой. У меня нет желания постоянного, чтобы со мной рядом кто-то находился, и я спокойно могу пойти в кино одна, в театр одна. Я очень люблю одна путешествовать. То есть это причем не компромисс, а мне правда так комфортно самой собой. И вот, наверное, это помогает мне чувствовать себя ок. Да, я близка к Настиной мысли относительно одиночества. Мне очень нравится эта история, знаете, тоже найти время для себя, чтобы подружить с собой. Вот если тему дружбы раскачивать, то для меня вот это вот одиночество, оно как раз-таки, чтобы дружить с собой, узнавать себя, что мне нравится, как-то, знаете, откалиброваться, отрефлексироваться. Вот я тоже люблю взять наушнички и пойти погулять по городу, просто в целом повтыкать дома одна там с книжкой. И вот у меня нету ощущения одиночества, типа, знаете, такого меланхоличного, что я не могу найти какое-то плечо там, для какой-то ситуации, для какого-то кейса. Как будто бы вот в текущей точке действительно дружеское окружение сформировано такое, что оно достаточное, и при этом достаточное чувство одиночества тоже я могу в этом всем отстроить.
Поэтому здесь интересно, что я, по сути, зеркалю Настю в своем состоянии того, как я себя ощущаю относительно одиночества и, может, твоего вопроса. А про экзистенциальное, кстати, я, может, еще чуть-чуть добавлю про то, что в чем оно выражается там конкретно у меня. Это вот какое-то просто базовое понимание, что мы приходим в этот мир одни и уходим тоже одни. Ну, короче, что ты не можешь... Наверное, есть какая-то потребность иногда вот в каком-то в таком тотальном слиянии с кем-то или просто в целом с миром, что вот полностью кого-то понять, чтобы ощутить, что меня полностью тоже поняли и приняли. И вот это понимание, что, блин, это невозможно, что мы все равно, ну вот, ну, короче, у нас есть какая-то оболочка, ну, непроницаемая. И вот в этом мы, типа, ну, это неизбежно. Но при этом это, конечно, меня как каждый день не заботит. Я не сижу, не думаю о том, как Слушай, непонятно, несправедливо. насколько можно держаться, знаешь, в каком-то адеквате, если ты каждый день задаешься этим фундаментальным вопросом. Там столько еще других фундаментальных, что нужно как-то немножко переключаться. Я Слушайте, хотела у сказать, меня... Настя, что ты украла реплику у Ирен про «все уходят одни и приходят одни», потому что это очевидная инстаграмная мудрость. Прости. Ну, у Ирен, меня есть что добавить? инстаграмные мудрости. А потому что, Ирен, если ты момент пропустил, то ты его проебал. Я шах и мат, я сразу 2 инстаграмных мудрости. Хорошо. Просто in your face. Я, пока вас слушала, я поняла, что у меня очень, мне кажется, интересные отношения с одиночеством, которые поменялись очень сильно со всю мою жизнь, и больше это связано с тем, как, наверное, я работаю над собой, узнаю себя, что раньше, когда я там была тинейджером или там до 20 лет, ну, я много проводила времени одна, но не потому, что я хотела, а потому что, ну, не было. И у меня вот это было постоянно, что мне очень как-то грустно, еще что-то, и потом я вообще, у меня какая-то вот эта неуверенность была сильная, что я не могла одна никуда пойти, ни в магазин, ничего, то есть мне настолько тревога накрывала с кем-то поговорить, еще что-то, мне вот, ну, прям очень тяжело было. И когда вот уже в Индонезию я переехала, там через какое-то время, я помню, что я пришла к такому выводу, ну, причем я начала путешествовать одна, когда вот я там одна пожила в Испании, потом вот, но в Индонезии это совсем закоренилось, что я стала так прям заставлять себя одной делать разные вещи, и я так прям, окей, я начала себя чувствовать лучше. Но это как раз был тот момент, когда я стала очень сильно работать над собой и слышать себя и понимать себя, и тогда я стала проводить время с собой, и как раз-таки, мне кажется, то, что вот Настя и Ирина сказали, тогда я об этом узнала и влюбилась в это, и теперь что-то как-то очень мне часто хорошо тоже одной. Бывают моменты, когда мне хочется пойти в какой-нибудь такой, ну, либо барчик, либо еще куда-то, какими-нибудь подружками, просто поговорить о фигне или еще о чем-то, ну, когда дейтинг какой-то там случается непонятный. И почему-то мои подружки здесь, которые есть, не любят тратить деньги. Ну, понятно, что в Австралии очень дорого. И вот с этим методом, окей, пошла одна. Одинокая роскошная жизнь. Открылся новый бар, называется «Мусташ», прям возле моего дома, где я раньше жила, в европейском стиле. Я такая, так хочу туда пойти, ну, как обычно, никого не было. Я пошла туда, и весь вечер я с Настей переписывалась аудио. И у меня был прекрасный вечер. Я прям, ну, прям как будто бы здесь рядом сидит. Ну, у меня, кстати, у меня теперь, возможно, даже больше тревоги возникает, когда я, например, еду в путешествие с кем-то, и я такая, боже, непонятно, как это все пройдет. Ну, то есть, если я буду одна, это будет гарантированно офигенно, а если я буду с кем-то, это уже некий риск возникает. Я согласна. Лакмусовая бумажка. Съездить на трип куда-то с кем-то на 2 дня. Ты такой, окей, все, ты мой человек. И не, понятно.
Да, это хороший критерий качества человека. Если Мгм. тебе в одиночестве не так будет прикольно, как с ним. Я человек с циклотемией, и у меня ощущение одиночества, оно очень вихляет, так скажем. Оно в первую очередь субъективное, потому что на самом деле вокруг меня много людей, много классных людей, у меня классные друзья, которые часто меня выручают. Но когда я в этом периоде дауна, я чувствую себя так, как будто, ну, никого из них нет рядом, или это не настоящие друзья. В общем, я ужасно это обесцениваю, и я как бы знаю, что я всегда могу им там позвонить или попросить о помощи, но мне кажется, что я этого не могу и не должна вот в этом состоянии. И вот это чувство одиночества довольно мерзенькое. Ну, а бывает классное чувство одиночества, потому что, как я уже сказала, в моей жизни много людей, и у меня есть семья, и семья очень часто рядом со мной, поэтому мне очень не хватает времени с собой, и особенно если это время в квартире, где никого нет, и я одна, и это фантастически. У меня муж улетал в Дубай, и дочь я сдала на выходные к бабушкам. И я помню, я сажусь в тачку, ехать домой, сажусь и начинаю в ней орать просто, потому что это настолько офигенно. Я просто больше суток буду дома одна, совершенно одна. Это Маша как очень один приятно. дома просто. Поделала все вообще Полный противозаконные отрыв. дела. Вообще, да, все, Или что мне ты что хотелось, делала, лечь спала? спать во сколько хотелось. Я все делала. Я читала, я спала, я громко слушала музыку во всех комнатах, которые мне нравятся. Вот, и, в общем, Здорово. было классно. Да, поэтому думаю, что с объективным одиночеством у меня так себе. Я даже когда у меня был короткий опыт эмиграции на полгода в Таиланд, даже туда я поехала, зная, что там 3 моих очень хороших друга живут примерно вот на этом побережье, мы поселимся рядом с ними, и у меня всегда будет опция томным вечером поехать к ним и сказать: "Давай просто посидим и, не знаю, подумаем об этом". Или "Давай просто пожарим вместе креветок". Или давай, не знаю, вместе посмотрим гекконов. Ну, в общем, примерно такая тема. Вообще, получается, что у нас достаточно не чувствуют себя одинокими люди, и это в нашей выборке, да. А институт Гэллопа тем временем говорит, что 27% людей в мире, ну как в мире, они, конечно, в большей степени обозревают англоязычные страны, да, европейские, но тем не менее 27% людей чувствуют себя одинокими, очень сильно одинокими, им от этого грустно. А что еще странно, самыми одинокими себя чувствуют люди в возрасте от 19 до 29. И вот этот аспект кажется мне интересным. Чувствуете ли вы, что вы стали менее одинокими с тех пор, как вам стукнуло 30? Ой, Маша, можно я тут, знаешь, сразу хочу накинуть какого-то контекста именно по, ну, например, по России. Давай. Возможно, помните, мы когда только с вами начинали, я как раз делилась этой статистикой, когда работала в одной социальной сети, мы делали большое исследование относительно как раз одиночества. И поднимали тоже разные исследования. Есть, кто у нас, ЦИОМ, да, российский, который собирает Да. разную статью. Да, и они приводили аналитику, не помню сейчас по какому, по 23-му или по 22-му году, что около 57% россиян, среди которых большая часть, я сейчас не воспроизведу процент, это женщины за 50, чувствуют себя одиноко, ну, там, за 45, вот такой вот возраст, именно если говорить про выборку России. Поэтому я отвечу, наверное, что я еще не там. Непонятно. Ну, то есть до этой выборки я еще пока вот за свои 35 чувствую, знаешь, себя вполне себе хорошо и бодро. И только вот у меня есть потребность в таком, знаешь, созерцательном одиночестве. Поэтому мне сложно говорить, как себя ощущают 19-летние, например, сейчас. Я с ними не общаюсь. Вы общаетесь с такими ребятами? У вас есть какая-то выборка?
Немного, но я никогда не говорила с ними об одиночестве. Но мне кажется, что если я возвращаюсь мысленно к той себе, то сейчас я чувствую себя значительно менее одиноко. Ну, возможно, это не только благодаря возрасту, а в том числе благодаря психотерапии и вот этому ощущению, что ты у себя есть, и это классно, и ты действительно можешь с кайфом съездить в отпуск один, с кайфом сходить в театр один, и вообще классно провести время, тебя ничего от этого не останавливает. Я на самом деле в последнее время вот именно по поводу какого-то дружбы с собой очень сильно стараюсь. Короче, мне сложно делать вещи для себя, там, не знаю, приготовить красивый завтрак, да, для себя. Вот для мужа без проблем, для ребенка, вообще сейчас сердечками просто все нарежу. А для себя мне сложно. И я на самом деле очень много смотрела за Настей в этом моменте. Настя образцовый гедонист, в этом смысле меня очень восхищает, да, то есть она вначале все красивое закупит, расставит, разуютит. Это очень показательный был пример, как у нас с ней была общая психологическая группа, и я захожу, и все такие там на стульчиках, что-то на своих двоих стоят, трутся, а Настя, значит, стащила в угол уже все пледы, которые там были, подух накидала, значит, и там расселась царски, просто с чаем, с ништяками подготовилась. И я такая, о, как отлично, что кто-то уже заготовил берлогу. И прошествовала к Насте. И я вот так сильно этим впечатлилась моментом, что я с тех пор стараюсь про него вспоминать и думать, ну нет, я включу себе подсветку в ванной, чтобы лежать в ней сочно. И вот какие-то такие мелочи не скипать. Настя, ты точно что-то хотела сказать про это? Не, я хотела, кстати, не про это сказать. Ну, я шуткануть, во-первых, про то, что я просто мастерица страданий. Я такая, ну, я на терапевтической группе хотя бы в пледах полежу уютно. Как бы я подстелила Изысканно соломку страдать. в прямом смысле, да. У меня родилась интерпретация вот этого, ну, вот этих двух исследований, которые при этом полярные получились немного, что вот то, что Маша сказала, 19-29, как бы условно молодые люди, и после 50. И, возможно, это просто как бы разные причины и характер вот этого одиночества, что когда ты молодой, но это, наверное, и больше даже подросткам свойственно, но, может быть, и в этом возрасте. Может быть, это ощущение именно какого-то поиска принадлежности какой-то группе, поиск идентичности и ощущение, может быть, там, что тебя не понимают или что ты отличаешься от остальных, и поэтому тебе кажется, что ты как будто бы ты не чувствуешь свою группу, и поэтому тебе одиноко. А если ты за 50, ну, такое тоже, наверное, может быть, но может там еще происходит просто какая-то фактическая утрата каких-то контактов, что, ну, сужается какой-то круг общения. Мне кажется, что есть некая тенденция, что у тебя просто друзей с возрастом становится меньше, у тебя старые отваливаются, а новые приобретаются уже намного сложнее. У меня Да. есть Ну, гипотеза. 19-29 это обычно тот возраст, когда в западном мире люди переезжают и обосновываются где-то в новой локации. Ну и плюс Что они они в строят это свою жизнь время, заново, грубо говоря, в это время. да, строят свои социальные круги, грубо говоря, совершенно заново и уже на вот эту взрослую жизнь, да, на будущее. Грубо говоря, то, что в Америке ты до переезда там тусуешься с какими-то одноклассниками, ты знаешь, что ты поедешь в колледж, ты уедешь из этого города, а тут ты уже обосновываешься, и, соответственно, тебе нужно все это найти, да, заново. С другой стороны, в этот Вот же так. период идет обучение, университеты, колледжи. И, ну, у меня вот, например, вообще мои университетские друзья и там даже просто какие-то там одногруппницы, это просто настолько, это прям вторая семья, которая в меня проросла и просто меня определила. Мы можем не общаться, но я при этом все равно воспринимаю так, что это просто какое-то мое продолжение. И это прям корни дает. Поэтому тоже ясно. Слушайте, а вы не думаете, у что меня есть. может еще, знаете, что накладывать отпечаток? Это цифровизация, интернет. Ну, потому что в моей молодости этого всего не было. Мы дружили только оффлайн. Я согласна с Ириной, и я хотела добавить мудрость от Марка Мэнсона, моего любимого, помимо инстаграмной мудрости, что они тоже сделали research и исследование, что одни люди, молодые люди как раз-таки примерно в возрасте с 19-29 или примерно 25 чувствуют себя очень одинокими, у них невероятная тревога, уровень тревоги завышен, и все из-за, получается,
социальных сетей и насколько это все сильно влияет. Я не знаю, как в России ТикТок, я вообще ТикТок не знаю. Здесь это сумасшествие в Австралии, насколько ТикТок. И у меня мои некоторые одногруппники, им как раз там 20-25 лет. И насколько они во всем этом, то есть это очень видно. И если, как я сказала, например, я в этом возрасте, я себя чувствовала очень одиноко, просто потому что я не знала, кто я не понимала, что как, я над собой не работала, да. Потом вот где-то с 27 лет, вот я начала, как уехала в Индонезию. То есть я могу понять, а если на это все ложится социальные сети, ковид, который вообще там непонятно какой был, и все, что сейчас еще больше, что происходит в мире, естественно, молодые люди не могут понять, что они, как они. Если мы возьмем 50, вот как раз Штерин сказал, там, 45-50 лет, да, это как раз входит на другой уровень, но я уверена, что это все тоже влияет, да, там работа, ковид, опять же, ковид очень сильно повлиял на много таких людей, в разных странах это проявилось по-разному. Вот, то есть я могу сказать, что я очень согласна с этим моментом по поводу еще раз, как это по-русски? Цифровизация. Как это по-русски? Как это по-русски будет? Ну, кстати, это получается, да, как будто бы одиночество, как некая неприкаянность, ощущение неприкаянности. Да, какое классное слово, да. Да. Хорошее. Так, хорошо, с одиночеством мы более-менее разобрались. Могу еще добавить небольшую научную ремарку про то, что одиночество – это страшно вредно, если, по крайней мере, вы чувствуете его неблагостным, потому что оно, во-первых, оно вызывает повышенный уровень воспаления в организме, и от этого куча всяких следствий, включая там повышенные риски диабета, повышенные риски для сердечно-сосудистой системы, естественно, там тревожное расстройство, депрессивное расстройство и все с этим связанное. В общем, если у вас есть друзья и плотные социальные связи, можно жить гораздо дольше, лучше и счастливее. Вот. И раз уж мы об этом говорим, давайте попробуем понять, а кто это такие друзья и сколько их достаточно. Я просто вот себя, да, считываю. У меня есть муж, он же друг, то есть это, да, такой близкий уровень. У меня есть, несколько, 3 близкие подруги сейчас. Какая-то, знаете, прослойка, получается, 2 круга, но она такая уже помассивней. В ней много людей, но это те люди, с которыми я всегда вообще с удовольствием готова взаимодействовать, ходить куда-то, то есть в оффлайне в том числе присутствовать. И абсолютно широкая какой-то круг. Это какой-то цифровой, знаете, такой хвост. Люди, с которыми в основном я общаюсь в цифре. Вот этого у меня вообще там, потому что есть это какие-то личные контакты, какие-то профессиональные связи, типа LinkedIn. Это люди, с которыми я когда-то работала, где-то нетворкилась, и вот они у меня там кладбище контактов профессиональных. Вот У что меня вот, такое наверное, дружба. вот она и дружба, да. Я Ну, не я знаю, думала, Как думаешь? как-то так у меня это работает. Я поняла, что тебе в целом достаточно друзей, да, и у тебя хороший как бы баланс одиночества и дружбы. Как ты думаешь, если бы хороших близких подруг стало не 3, а 4, тебе бы стало душно? Или, в общем, такая гипотетическая ситуация? Слушай, наверное, это сложно было бы с точки зрения времени, знаешь, распределения, чтобы это действительно поддерживать этот уровень глубины. Потому что там уровень с 3 близкими подругами, потому что вы эмоционально близки, да, то есть это вы не просто, не знаю, лайки ставите друг другу на фотки, то есть вы саппорт для друг друга, да, вы вообще в целом плечо, и это требует и эмоционального ресурса, и временного, и, финансы в том числе. Я люблю дарить классные подарки своим подругам, обожаю просто вообще в это инвестировать, смотреть эти эмоции. То есть, мне кажется, просто 4-ю подругу я уже не вывезу. Не потянешь. Надо больше зарабатывать. Я уже не потяну такое. Я еще не папик. Я хотела сказать, что такой папик. Горы подруг. У нас же было как раз в нашем пилоте про то, что я недодружена и буду дружить эту дружбу до конца вообще
полностью. Да. Вот у меня есть вот 3, я в них дружу со всех сил. Инвестирую полностью все Мгм. свои. Прекрасно. Ну, я, Понятно, почему кстати, ты так ревностно к ним относишься. Мгм. Вообще жестко. Я вообще в целом не ревнивая, знаете, по жизни, но в дружбе это типа вот эти все мемы, которые вы видите в Инстаграме, что у тебя что, есть еще друзья, это все про меня. По моим понятиям, у меня должно быть несколько вот этих decent друзей. Вот у меня прям, и всегда это, вот я знала, я могла сказать, как анкета, у тебя лучший друг. Вот там примерно 5 этих девочек было, мне кажется, вот они прям такие. Причем я была очень удивлена, как в универе, вот у меня одна сложилась, и мы до сих пор хорошо общаемся. Но сейчас оно немного иначе, конечно. Вот эта интенсивность общения, как раньше у меня была, ее сейчас такого нету. Я до сих пор могу сказать, что одна из моих лучших друзей, это моя бывшая одноклассница, она живет в Барселоне, Юлька Шведкина. Вот мы можем просто несколько месяцев просто не общаться, а потом мы созвонимся, и все. И дело даже не в том, насколько часто или не часто, а я знаю, что это те люди, которые, когда что-то у меня плохо, они вот просто будут рядом. И для меня, наверное, это больше дружба. И это я поняла опять. Мне казалось, что я всегда это и так понимала. Но за мои, вот опять же, 7 лет в Индонезии у меня еще больше это такое сознание пришло. Потому что там, опять же, я как-то так настолько распылилась, что хотелось много с кем знакомиться, общаться и так далее. И ты вот реально просто энергия пылилась. И в итоге это пустая поверхностная дружба, которая ни к чему не приводила. И как раз-таки очень много было этих ситуаций, что я там думаю, наверное, у нас дружба строится, ну, что вот человек близкий, а потом этот человек организовывает ужин, и меня туда не приглашают. И вот очень такой диссонанс был. Такой, в смысле? В смысле? А люди, ну, то есть это не... И тут еще, мне кажется, как я говорила на нашем первом эпизоде с вами, это разница, опять же, мне кажется, наша и западной культуры, и дальше накладывается островная жизнь. Я могу сказать, для меня друг – это вот тот человек, с которым я чувствую, что это я полностью могу быть сама собой, неважно, что я скажу, я не боюсь. Ну, какие-то бывают тревоги и так далее, но это мое личное, да. Но я знаю, что мне скажут правду, и со мной будет рядом. Правда для меня очень важна. Я поняла, что наверное, такой момент поверхностной дружбы какой-то, неговорение чего-то, сглаживание каких-то углов. И почему-то я так и до сих пор не могу понять, в этом плане у меня какие-то странные отношения. У меня как-то сразу так, типа, ну, не знаю, ну, ладно. И я начала разделять, что есть decent друзья и, ну, знакомые. Потом мои знакомые в Австралии. Вот. А дальше уже как сложится. Но понятно, поняла, что теперь нужно в дружбу инвестировать, если хочешь завести друзей. Да, я тоже хотела сказать, что как будто бы дружба — это и качество контакта, и взаимные инвестиции. Притом, мне кажется, наверное, они должны быть плюс-минус равномерные, какие-то сопоставимые, чтобы оно как-то здорово ехало. И видимо, ну, инвестиции всякие разные, там, временем, эмоциями, и, там, вот, дорогими подарками, как у нас папе Карины практикует. А, Мы хотим И быть хорошими друзьями Ирины. И, наверное, если вот уже когда-то эти инвестиции были совершены, то есть это какая-то механика, наверное, формирования этого, а дальше уже вы можете разъехаться, как вот Ирен сказала про подругу. У меня тоже есть такие подруги, с которыми вы живете там в разных странах давно и очень редко видитесь, и даже как-то у вас, ну, почему-то не заведена какая-то практика, не получается поддерживать отношения на расстоянии, там, не знаю, голосовыми созвонами, но при этом у вас даже нету ни тени сомнения, что вы очень друг друга любите, очень друг другу рады всегда. И если вы в итоге где-то встречаетесь, то вы как будто бы прям вот стартуете с той точки, в которой вы в прошлый раз остановились, сколько бы времени ни прошло. И у нас вот была такая очень крутая встреча прошлым летом. Мы с девчонками, с одногруппницами встретились в Париже вчетвером, таким составом, вот именно в таком количестве мы давно не виделись.
И это такое было крутое чувство, как что вы просто, вот вы как будто бы сразу у вас телепорт срабатывает, и вы где-то там, не знаю, в 2008-м, и вы все такие же какие-то шальные девули, только почему-то вы в Париже, а еще одна беременная, а у остальных дети. И только я продолжаю куролесить. Вот, и это очень прикольно. И есть, наверное... Вот, мне кажется, знаете, какой для меня такой серая зона дружбы? Это какая-то контекстуальная дружба, когда, например, вот, ну, коллеги по работе, вот вы, ну, скорее, наверное, про оффлайн, когда вы в офисе, и просто, ну, вы физически намного больше времени проводите, чем с кем-либо из ранее наработанных каких-то контактов друзей. И просто, ну, получается, что вы, не знаю, ходите вместе обедать, можете пойти в бар после работы, а еще, не знаю, покупаете билеты на какой-нибудь концерт, такие, а пойдешь, а пойдем. И в итоге вас, ну, вы физически времени больше проводите. Но при этом часто бывает, что, не знаю, там кто-то уволился, и контакт теряется. А бывает, что он при этом выживает. И вот тут, наверное, как раз получается такой критерий выживаемости. Это если вот эта первоначальная обусловленность уходит, если кроме нее что-то остается. И вот у меня, на самом деле, наверное, мое последнее дружеское приобретение, ну, буквально, можно сказать, наверное, последнего года, ну, я, наверное, могу вот этот именно переключить статус. Это как раз мой коллега с прошлой работы. Ну, то есть мы работали это года 3 назад, наверное, начали работать. Потом я уволилась. Он переехал в Белград, а потом я переехала в Белград. И вот этот контекст... Ну да, кстати, у нас смена контекста произошла, что у нас сначала была работа, потом мы оказались в одном городе, а потом получилось так, что мы постоянно куда-то уезжали, и мы не очень как бы физически все равно пересекаемся. Ну, короче, и вторая обусловленность географическая тоже быстро вылетела. Но при этом вот какой-то контакт у нас есть. Я прям... Наверное, дружба — это еще про какую-то вот уверенность, наверное, что я уверена во взаимности какой-то, наверное, и ценности, и... Да, Маша, Да, пожалуйста. я хотела добавить про взаимность. Я тоже сидела, формулировала, чем друг от недруг. Ам, И, во-первых, это, конечно, тотально субъективно, да, даже я попадала в ситуации, где я думаю, что не друг, а человек думает, что друг, и это ужасно неловко. Поэтому это, безусловно, субъективный шильдик, и я думала, когда я его ставлю. Наверное, я, ну вот если не ранжировать, грубо говоря, да, вот эту вот близость, то есть есть, понятно, там 3 самых близких контакта, с которым ты поддерживаешь связь практически ежедневно, и всем делишься и даешь эмоциональную поддержку. Но получается вот этот вот более широкий круг друзей, которых я все равно причисляю к друзьям, ам, наверное, их отличительная черта в том, что я уверена в том, что у нас есть какая-то взаимная сонастройка. В каком смысле? Что если я скажу какую-нибудь хрень или поведу себя странно, по мнению этого человека, или он сделает что-то очень странное, может быть, даже в контексте для меня обидное или неприятное, что как-то повредит мне в перспективе, мы не будем думать друг про друга, что он назло. Да? Мы будем воспринимать это как какую-то ситуативную историю, да, и пытаться выяснить, в чем здесь, что пошло не так, да, и, в общем, это вот некоторая гарантия уверенности, что если ты как-то бортанешь человека своим шероховатым углом, то вы это проясните нормально в диалоге словами через рот. Вот, извините за длинную мысль. Очень Как будто классная мысль, на существует самом деле. какой-то несгораемый статус, да? Как будто бывает, что люди когда-то попадают уже в такой ранг, что ты не можешь их уже разжаловать. Они как будто всегда с тобой. Да, Мож- есть такие, которые вписываются в семейный круг, и все. Одна... Можно Можно начну, Ирен? быстро? Давайте, Ирен. Опять же, одна из подкастов, которые я слушаю, ее зовут Мел Робинс, теперь психолог, раньше она была лоером этим.
юристов. Понятно. В общем, в одном эпизоде она как раз говорила про дружбу, и мне очень понравилось, как она сформулировала. Она обсуждала именно те же моменты, которые мы обсуждаем, да, и ей как раз-таки за 45, и она себя чувствовала очень одиноко. Она сказала, она выяснила, да, что есть 3 типа дружбы. Первая – это дружба на сезон, ну вот сложилось, да, у меня вот и как раз я подумала, как раз вот в Индонезии у меня там было столько сезонных дружб. Потом дружба по причине, это именно что? Работа, либо, я не знаю, там, где-то вы вместе, я там могу серфить, у меня вот мои серф-друзья есть, например, да, то есть они мне не друзья, а я знаю, что это человек, с которым я там люблю посерфить. Человек, с которым я люблю выпить, но это не мой друг. И есть друзья на жизнь. И для меня то, что Маша описала, это друзья на жизнь. Можно ремарку? Я не знаю, хотела ли ты этого или нет, но ты только что описала классификацию дружбы по Аристотелю. На секундочку. Это У него инстаграмная есть... дружба от Ирины. Да, вот Был это такой поворот. блогер Аристотель. Аристотель врывается в чат. Тиктокер. Смотрите, сейчас все разложим. Короче, он делил дружбу на 3 вида. Это утилитарная, то, что ты говорила про первую, правильно? Ты ходишь с ними в магазин или, ну, какие-то такие вещи. Дружба удовольствия, когда ты идешь с ними серфить, да, и дружба добродетельная. Это про то, что у вас уже душевная связь. Вот такая вот глубокая инстаграмная мудрость. Извини, продолжай, пожалуйста. Там еще Ирина тянула руку. О, Я уже да, да. забыла. У меня на самом деле это уже сейчас какая-то, знаете, развилка идет обратно к Машиному Мысли поинту. Да, про вот этот второй круг про людей. презумпцию. Да, что просто у меня, на самом деле, у меня некоторая ситуация сейчас сложилась в единую картинку. Маша мне просто разложила, что произошло в моей жизни, и я ее как будто сейчас отпустила, эту ситуацию, потому что вот у меня был такой кейс, то есть мы с человеком начали общаться, он попал как раз вот в этот во второй круг, то есть мы много, близко общались, но пока это еще все-таки не, как не духовная, да, близость, как говорит Добродетельная. добродетельная, вот. И в какой-то момент произошла некоторая ситуация, которая как будто бы, ну, с учетом реакции, мне кажется, всем показалось, типа, очень странно. Но при этом мы обе не пошли в то, чтобы выяснить, что произошло. Нам вообще окей. Может быть, мы просто это обсудим, чтобы откалиброваться и дальше двигаться иначе. Но мы обе как-то, знаете, эту тему завафлили, такие, ну и в целом и нормально. И вот уже там 1,5 года чатик молчит с этого сообщения, там какого-то финального, знаете, такого-то высера с моей стороны. Но при этом и мне не Все А он был создали новый злобный? чатик просто без тебя. Нет, ну как бы там ничего такого, там просто как бы моя реакция на относительно запрос, который ко мне пришел. И я такая думаю, ну в целом вот, наверное, это просто вот этот какой-то человек, который появился, крутился на моей орбите, но, возможно, это та история, которая, ну, в моменте, может быть, не нужна была мне для какой-то излишней близости. Я просто рубанула эту штуку и забыла. Ну, то есть никакой эмоциональной связи я в связи с этим не чувствую. И как будто бы это нормально. Я с себя сейчас как будто бы сняла, знаете, это такое, ну все, можно наконец-то отпустить, потому что иногда лезет в голову какой-то незакрытая какая-то хрень, чат без слова «до свидания». Я осталась в ощущении, что меня как будто бы поюзали, я, типа, я же просто человек, мне нравится пить кофе, есть булочки, а не только решать задачи рабочие. Ну, вот какой-то такой у меня вайб в тот момент был, я не знаю, ну, там, может, что-то наложилось. Вот, и все, эта история просто купировалась. И при этом я не могу сказать, что я, знаете, как-то расстроилась, я на этот счет там грузилась или еще что-то. Она просто закончилась, и все, как бы она ушла одним вот днем. Отрезала. А я вспомнила, кстати, у меня есть такой занятный кейс. Он как-то у меня образовался по какому-то сценарию уникальному. У меня есть друг, и мы познакомились с ним в 2008, прости господи, году в Черногории. Причем я тогда училась в универе, а он только закончил школу и отдыхал там с мамой. И мы там даже, по сути, мы просто друг друга добавили ВКонтакте, и мы даже не поговорили особо ни разу. А потом у нас началась какая-то дружба по переписке, и мы до сих пор дружим.
И вот там основа какая-то, наверное, просто, ну, какая-то фундаментальная, вот дефолтная близость какая-то, похожесть, наверное, мировоззрения какого-то, опыта, увлечений. Не знаю, мы там сильно изначально сошлись на всяких музыкальных там предпочтениях. И мы настолько похожи, что мы все ржем про то, что нас разлучил злой Раджа, а так мы брат и сестра. И у нас тоже удивительно, вот как я говорила про одногруппниц, что мы стартуем с той же точки, с которой мы закончили в прошлый раз, но там мы говорили про инвестиции, а здесь мы даже особо ничего не инвестировали, оно просто вот так как-то было, и мы до сих пор мы можем там опять тоже там по году не общаться, но при этом у меня тоже есть всегда ощущение, что я к нему очень тепло отношусь, и он ко мне тоже. И у нас вообще до сих пор, то есть мы вот какой-то у нас период выпадает, потом мы как-то там очень так жадно сможем возобновить общение, и там такой, как обычно идет, когда перерыв, апдейты такие, что у кого было, у кого какие актуальные переживания, и мы опять находим друг друга в каких-то... То есть как будто бы мы порознь проходили какие-то похожие там процессы и пути, и это... Ирен, это кармическая связь, как ты считаешь? Раскидай там на Мне Таро по-быстрому. мнение эксперта. Это вот тоже интересный какой-то как будто бы прецедент, когда и без инвестирования может работать. Но это, мне кажется, очень редко Я случается. сейчас согласна. подумала, что у меня целых 2 кейса таких, Мгм. когда практически без инвестирования, вот так вот с полпинка, причем оба раза. Это было так, господи, ужасно. Я тот человек, который, наверное, плохо соблюдает рабочие кодексы, и я дружу на работе. Я должна в этом признаться. И оба раза вот эта дружба с полпинка, это было с девчонками, которые пришли на собеседование для того, чтобы наняться в качестве моего помощника. И уже на собеседовании в обоих случаях я поняла, что вот сейчас мы, скорее всего, будем дружить в десны. И они не вошли, да, в круг тех людей, с которыми я общаюсь каждый день, но вот сразу вот это вот считывается, да, про какой-то схожий опыт, про схожие какие-то мысли. Например, одна из этих девчонок, она на собеседовании рассказала мне спасибо, когда в смысле, я это тоже знала, но, слава богу, она это тоже знала, когда ставится дефис, когда среднее тире, когда длинное тире. И я Святой очень человек. ценю это в людях. И я прям такая, господи, ну просто. И там еще выяснилось прямо на этом собеседовании случайно, что она проходит сейчас через переживание утраты, потому что у нее умер близкий человек. И я тоже на тот момент была взгрета тем, что у меня умерла бабушка, у меня умер друг. И в общем, это было всего несколько месяцев назад, и мы, в общем, в этом каком-то вайбе. Очень быстро сошлись, и это была очень классная, обогащающая дружба. И, кстати, даже несмотря на разницу в возрасте. И второй раз также это было. Девчонка пришла, я поняла, что у нас настолько какие-то совпадающие взгляды. И вы знаете, мне кажется, вот по поводу инвестиционной, грубо говоря, дружбы и вот этой, я подумала, в чем некоторое отличие. Мне кажется, дружба с минимум инвестиций, она, да, обязательно строится на общем ценностном базисе, да, дружба с инвестициями не обязательно, ты можешь дружить с людьми, которые сильно от тебя отличаются, вообще другие, и мириться с какими-то бесячими недостатками их. А вот эта безинвестиционная, она как раз на базе общего сходства, но она гораздо легче получается, да, то есть вы там точно не трахаете друг другу мозг ни при каких обстоятельствах. И как-то, да, вот эти вот перерывы легче переживаются, возобновление легче. В общем, какое-то такое у меня ощущение. Ну да, у меня вот с этим с Я Андреем, с которым, по сути, в основном-то по переписке общаемся. Мы пересекались в жизни, но тем не менее, все равно основная, как бы, зарождение произошло точно онлайн. И я даже не могу себе представить, чтобы у меня там вообще какой-то был повод для обиды. Ну, то есть, причем вот у нас последний с ним контакт сложился так, что мы что-то с ним пообменивались голосовыми, я записала, он его уже месяц не прослушивал, потом меня поздравила с 8 марта, написал, ой, я так и не прослушал твое сообщение. Сегодня какое марта? А так он мне не ответил. У меня вообще даже нету мысли как-то напрячься на это. Что такое? Ну, через год прослушает, что-нибудь свое расскажет. Это прикольно, да. Это какая-то очень О,
Вот это, кстати, жизнеутверждающая как бы для меня как будто отдельная ветка веры вот во что-то, не знаю, доброе и светлое, что у тебя могут быть близкие тебе люди просто так, что тебе даже для этого даже делать ничего не нужно. Вы можете просто в какой-то момент встретиться. И вот это, кстати, про вот это одиночество, когда ты, ну, вот, типа, в группе, и вот это немножечко как будто бы это подорожник на экзистенциальное одиночество. Такой, блин, ну, может быть, мы не настолько потеряшки, что, может быть, все-таки бывают люди, с которыми вы можете просто встретиться, и вы уже как будто роднулечки. Это немножко, ну, в общем, как-то света дает. Можно? Тебя Да-да-да, даже ты в Ну, вывели эфире. давай. уже крупником. У меня тоже есть такой кейс, и как пока Настя говорила, я поняла в ходе своих мыслей, что у меня две ситуации. У меня так легко произошла дружба с двумя девочками, началась дружба с двумя девочками с Индонезии, и я прям помню, что я думала, вот если бы я была в России, мы бы, наверное, никогда не были бы друзьями, потому что мы просто разные, и там общаемся и так далее. Единственное, что объединяет нас, это серфинг. И при этом мы даже изначально, мы знали друг друга года 2, наверное. С одной мы стали соседями, и как-то чуть-чуть поближе, но все равно, то есть я говорила, она моя соседка. А с другой, я помню, я вернулась с России, и были плохие волны, и я думала, нужно что-то делать. Я начала хайкать, и она тоже любила хайк, и мы стали с ней просто ходить на вот хайк, там, на горы, почти каждый день, и мы такие, оказывается... Ну, то есть у меня всегда было к ним, к обеим, очень хорошее отношение, но вот именно люди, которых я просто вообще знаю. Можем там пересечься на тусовках. И мы так стали ближе, и потом моя сетка еще как-то ближе, потому что они вдвоем хорошие подруги были. И потом мы решили поехать на соседний остров, и я прям помню, такая, а как вообще это будет? Я даже сказала, я хочу поехать туда, типа, а хотите со мной? Хочешь со мной? И та присоединились, и вот с этой поездки у нас сложилась вот эта дружба, что мы сейчас все живем в разных странах снова, и у нас чатик общий есть, и мы знаем, когда у кого-то что-то плохо, мы там напишем, мы всегда друг друга поддержим, и тоже можем не отвечать месяцами, поздравлять друг друга с праздниками гораздо позже, но у нас вот это доверие сложилось настолько плотное, вот это как, с ними это как борщ прийти поесть в любое время. Блин, мы наконец-то больше нас Борщ пошел в появился. чат. Да, мы совсем забыли Дошли до о друге борща, нашем. слава богу. Некоторые друзья не перестают ими быть, несмотря на, казалось бы, такие социальные зашквары. Например, у меня есть друг, с которым мы дружим уже 20 лет. Он стабильно не зовет меня на свой день рождения. Несколько раз я была у него на дне рождения, но меня туда звала его девушка, а он ни разу. Вот, и мы даже уже угораем над этим, он все время забывает, ну и как-то это не напрягает. А вот на последний день рождения, да, Настя, на последний, мы с Настей общаемся каждый день, а тут на мою днюху Настя пропала. И я такая, ну ладно, уже сама такая, типа, привет, чё как, я отпраздновала, вот, а ее нет, и она, в общем, несколько дней меня игнорит, и я такая, не, ну странно, конечно, но, наверное, у нее есть причины на это. Вот, и я как бы не сомневаюсь, что она, не знаю, в курсе, что у меня есть день рождения, и что как-нибудь это все срастется. Но, в общем, впоследствии выяснилось, что это было намеренно. Вот, и оказалось, что это просто такой долго едущий сюрприз. Настя прибывает из Африки и появляется на моей двери неожиданно. И она не могла со мной разговаривать, потому что я могла бы услышать русскую речь на фоне в аэропорту или где-то. Вот, и я бы тогда что-то заподозрила, что Настя больше не в Африке. Вот, и мне кажется, во-первых, мне понравилось, что у меня совершенно не возникла идеи напрячься по этому поводу, хотя, конечно, Настя один из моих самых близких людей, и я ожидаю, что она поздравит меня с днем рождения. Но если она этого не делает, то, ну, окей. Еще, кстати, из интересного, Настя не была на моей свадьбе. И вот тут мы плавно подводим к тому, что я очень хочу с вами поговорить о том, почему друзья перестают ими быть, и как происходят разрывы дружбы, и почему. И, в общем, предлагаю самые драматичные и, наоборот, самые недраматичные, а самые экологичные разрывы в студию. Кто хочет начать?
Ну, давай я наше с тобой белье вывалю. У нас Давай. Полощем рубрика наше грязное белье. ру рубрика «Пусть говорят». Во-первых, я поржала про то, что я сейчас послушала со стороны историю про мой сюрприз и подумала, что это довольно абьюзерский сюрприз, который такой: «Покачай Машу на эмоциональных качелях». Слушай, можно маленькую ремарку в эту ситуацию? Просто я хотела добавить. Удивительно, Маш, насколько ты спокойна, потому что я бы со своей тревожкой, я бы уже начала, ну, типа, по родственникам звонить или еще что-то. Ну, то есть с А, учетом что того, меня что просто человек уже У меня съели не в было другой номера стране, Нас ну, У меня типа, не да. было номера Настиного африканского бойфренда, ну и я уверена, она справится. Она взрослая, сильная женщина. Ну, я Вот. бы начала тревожиться жестко. И я тоже А тревожная, но сколько тебе? почему-то, не знаю. Ну, ты знаешь, мы с Настей, у нас есть вот этот как будто допуск про то, что мы обе знаем, что мы можем быть не в ресурсе, и в такой ситуации иногда не хочется даже вот пол смски написать. И, в принципе, я не, ну, это плохая черта, как у друга, но мне иногда может быть настолько социально пресыщена, что я вообще не готова даже от самого близкого открыть чат, да, и осилить эти несколько сообщений, тем более на них отреагировать. И тогда я просто лежу тряпочкой, это может быть 2-3 дня, и я не буду отвечать. И я люблю своих друзей за то, что они меня принимают с этой штукой. Вот, потому что я знаю, что тревожные люди, а сейчас очень многие тревожные, они хотят, чтобы друзья всегда были на связи и отреагировали хотя бы как-нибудь, ну, сердечко поставить В или это как-то. время Ирина с поисковой группой уже где-то в лесу. В Лиза, африканском. алерт! Да-да-да. Да, А Маша просто в лежит по африканской кровати. саванне. Маш, тут я просто не хочу ни с кем общаться. Да. Да. У меня в эту Не, ну тему когда... момент я Какой? была, я считала, что я постоянно мне нужно всем отвечать, а так нехорошо, если я не отвечу, и я себя вот этим, что ну надо. А теперь все, я просто себе позволяю, что ну я не в ресурсе, и окей, и как бы. И я поняла, опять же, А, столько гораздо лучше, и также с приходами на какие-то мероприятия и так далее, что если я не в ресурсе, я реально не могу, я не пойду, потому что смысл, если энергетика будет, да, даже от сообщения я понимаю, что, ну, не то, так что все окей. Ну и опять же, да, мы с хорошими друзьями, они все тоже знают, что мы все можем быть не в ресурсе, и никто ничего не переживает. Да, при этом прикольно, что с самыми лучшими друзьями можно быть не в ресурсе и оффлайн. Тоже помню ситуацию, когда я пришла с какой-то группы психологической. Меня настолько в ней перегрузило, что я готова была только, не знаю, в ванной лежать в позе эмбриона. И Настя пришла, и мы легли с ней на 2 противоположных диванах у меня на кухне, и меня вырвало, настолько мне было плохо, и я, значит, вот так вот просто лежала, вот так вот. И Настя лежала напротив меня, и все было охрененно вообще. Вот, люблю близкие контакты за это. И мы, кажется, оторвались от темы разрыва дружбы. Настя, давай. Быстро завершу, что Настин сюрприз сорвался в последний момент, когда она уже прилетела в аэропорт Новосибирска, потому что у нас с ней была общая домработница. И она просто пришла ко мне. Она ходила вначале к Насте, потом ко мне в один и тот же день. Мы живем в одном и том же доме. И как раз Настин жилец позвал ее, чтобы он прибрал перед приходом Насти. И она пришла ко мне, и она такая: так, а у вас Настя приезжает? И я такая: в смысле Настя приезжает? Вот, и стала ей срочно, конечно, звонить и писать, Да, такая: Настя, что за дела? я приземляюсь, и у меня просто первое сообщение, которое мне приходит от Маши, такое типа: «А ты чё, в России?» Я такая: «Да ё-моё, ну 2 часов не хватило просто, чтобы реализовать». Но у меня, слава богу, у меня был план, что я такое проворачиваю с Машей и с мамой. Вот, и с мамой у нас нет общей домработницы, и никто меня не спалил. И мама там, конечно, чуть инфаркт не хватило. Я хотела 2 инфаркта, а вышел только 1. Но это было Вот такие эпично. подарки на праздники. Да, от Да, любимых друзей. да. Да, а Да, теперь ну что, история давай про больше то, грязного белья. про наш сложный путь к тому, как мы к вот этой мимимишности и идиллии приходили. Короче, мы с Машей одногруппницы, и мы, наверно, на курсе на 2-м, на 3-м особо прям близко дружили. То есть у нас была клика, у нас было Клика. 4 подружки, и мы Как раз почему-то 3 назвали это близких. клика.
Да, да, получается. Мы там как-то друг с другом периодически перетасовывались. Ну, вот эта вот дружба, она... Не дружба, а близость, она как-то ну, там, перетекала разными какими-то комбинациями. Вот, и были периоды, когда вот мы с Машей особо там просто вообще в запой. А потом меня просто перекрыло, и меня Маша жестко забесила. И я до сих пор даже... Ну, то есть мы с Машей это кучу раз уже обсуждали все друг с другом. Я до сих пор не до конца понимаю, что вообще меня, чем меня придавило. Но я прям не могу... Я такой стыд и вину за это ощущала. И мне самой было очень грустно, потому что, ну, такая была клевая дружба. А еще у нас вот это была группа. И я такая, я и группу эту всю рушу, и вообще я все рушу. Я вообще не могла ничего с собой сделать. Меня просто подтряхивало. И, в общем, как-то она потом, наверное, мы, наверное, так недолго просуществовали, потому что бакалавриат закончился, и поэтому вот это вот, ну, как бы напряжение того, что вы так или иначе все равно где-то в одном месте находитесь, а при этом вот, короче, как вы каждый раз видите, сталкиваетесь вот так просто с этим напряжением. И мы пытались тут как-то посчитать, я, правда, забыла. Короче, мы вот где-то с 2009, наверное, года перестали 7 общаться. лет мы не общались. 7 лет мы не общались. Там, ну, там были какие-то... Мы, наверное, на днях группы где-то на встречах пересекались, но вот именно дружбы это уже не было. И потом мы просто работали в одном здании, и как-то мы встретились в столовке и поговорили, и как-то постепенно... Но это тоже заняло какое-то время, вот это восстановление. То есть мы не то чтобы сразу просто вообще в танцы слились и больше не разлучались. Это потребовалось какое-то время еще нам на то, чтобы снова начать что-то строить. И вот как раз вот на Вначале этот... у нас был напряженный формальный обед. Сейчас вставлю. Мы договорились встретиться и пообедать. И я помню, Настя сидела на диете, она пришла такая с контейнерами, значит, у нее там вареная кура, вот, я сэндвич себе взяла с сыром и беконом в 4Г, вот, и, значит, мы прекрасно это все потребляли, и у нас были такие очень экологичные разговоры о том, у кого как с психотерапией. У нас еще одновременно с Настей начались отношения серьезные, и мы, значит, все такие в этом погруженные, сфокусированные. И вначале это было как-то очень, знаете, когда ты встречаешься со знакомым, с которым ты вообще не понимаешь, как вы друг на друга отреагируете, и ты такой очень настороженный. И я даже не помню, как развивалось все от этого момента к тому, который мы, когда с Настей обсуждали будущий выпуск, поняли, что, наверное, он был вот такой вот знаковый про то, что мы действительно обратно начали дружить. Вот, ты не помнишь, как мы пришли к нему, к Я этому плохо... моменту? Я не помню, как мы шли и как долго мы шли, но вот промежуточным было как раз это смешная была полумера про то, что Маша почему-то решила, что мы уже достаточно близки, чтобы позвать меня на девичник своей свадьбы, но недостаточно близки, чтобы позвать на саму свадьбу. Это было на Поэтому, девичнике? да, Да, Настя была. А Ира, кстати, его Да. для меня организовывала. да, я была. Да, мы тогда только начали как раз с Машей быть знакомыми. Вот. И, в Работать общем, да, я вместе. на девичник сходила, на свадьбу не сходила, а потом уже, вот да, какое-то снова возвращение в статус было, что Маша родила Мию, и мы жили тогда в соседних домах, опять же, кстати, в других соседних домах. И день на третий Маша что-то где-то там бегала куда-то по делам, вырвалась из дома там буквально на час и забегала ко мне. И я вот прям помню, что я такая, покажи живот. Как-то очень... Я просто Маша поразительно хорошо выглядела. Я прям такая, ну я не верю. Нужны пруфы. И да, и после этого уже начались какие-то, по-моему, и посиделки домашние, и какие-то совместные просмотры сериалов и так далее. Вот. А как мы между обедом в столовой и вот этим твоим приходом, я вообще не И я помню, не, у меня просто я склейка. не поняла, как мы добрались от напряженного обеда в столовой к той ситуации, где я мимоходом купила фруктов и стою в твоем коридоре, задрав футболку и показываю тебе живот. Кстати, хорошо выглядела после родов, мне кажется, потому что меня 9 месяцев рвало. Вот, всем рекомендую вот такой способ оставаться в форме после беременности и во время. Вот.
Да, Короче, я даже не это понимаю, какая из был... этого мораль, потому что я такая, ну вот просто меня что-то перекрыло, но при этом, видимо, как раз что-то у нас дефолтное такое было, что позволило нам снова сблизиться. Причем и это тоже для меня до сих пор загадка, потому что мне кажется, что мы такие разные. Я даже не до конца понимаю, в чем клей вообще нашей дружбы. Но при этом, как мне кажется, что у нас есть какое-то вообще тотальное принятие друг друга. Мне кажется, что, ну, Маша прям главный человек, которому я могу такие зашквары о себе вообще вывалить. Вот прям стрёмно что-то признаться. Слушайте, у меня был Да. тоже кейс потери связи. Это было достаточно давно. Я как раз переехала буквально там сколько-то лет в Новосибирск, и у меня начали появляться какие-то близкие знакомые, подруги. Сначала посредством работы, а потом мы уже вышли за пределы работы, и это было классно. То есть мы снимали вместе квартиру с одной девочкой и с ее ребенком, и я тогда только начала встречаться со своим прошлым мужем. И ей, ну вот категорически не нравился этот человек. Вот на старте она просто сказала, что, ну типа, ну вот у нас был такой диалог, она мне говорила, что, Ирин, типа, человек мразь, я вижу, что это будет плохо, ну как бы тебе, я не могу просто как человек, если ты принимаешь это решение, я не готова быть, ну как бы рядом во всей этой ситуации, и она просто отвалилась. Но у нас был вот такой откровенный диалог, то есть она пригласила меня, мы пошли в барчик, она мне все это рассказала, вывалила, и все. И я не поняла тогда, как отработать эту ситуацию. Я была достаточно молодой, мне было 23. Она была старше меня, ей было около 30. И на этом все закончились наши отношения, и я даже не знаю, что сейчас с этим человеком. То есть это прошло 12 лет. Ну, довольно Ну, честно. Вообще, я с как мужем будто не бы развелась в итоге прикольная прошлого. ситуация, что она, ну, как-то в себе это по-честному увидела и Мгм. себя не стала насиловать, и не стала... То есть бывает, мне кажется, когда ну, люди обламываются сказать правду, и начинают просто как-то мутно ликвидироваться и газлайтить. То есть ты сидишь, вообще не понимаешь. Да. Отличие мое, я такая подумала, что это то, что я делала с Машей, как будто бы поначалу я просто гостила, но я гостила по неволе, потому что я сама не понимала, что происходит. У меня какой-то как будто бы гормональный приход какой-то был. И я прям такая, ну, о чем говорить, если я не понимаю, что сказать? Мне самой стрёмно. А там прикольно, что она, может быть, из-за того, что она старше была, она так прям Может быть. Ну, то есть подраскидала и у неё был выдала тебе ребёнок, просто все очевидно, какая-то по факту. ваза. Насмотренность. И, возможно, там в мои 23, ну, это знаете, как когда ты в какой-то момент понимаешь, что типа, блин, родаки, ну, чё то шарят в этой жизни, и то, что они тебе говорили когда-то в молодости, ты уже в свои 35 такой: "Ну да, ладно, окей, валидно, Да. комментарий принимается". В этой же ситуации абсолютно так же. Ну, то есть через сколько? Через 6 лет там после жизни, да, там с моим прошлым мужем, ну, ты такой: "Ну да, ладно". Кажется, она была права. Ну да. Ну вот, ну, сейчас уже, конечно, не знаю, есть ли смысл это все склеивать обратно, потому что, ну, я не могу, я даже не могу вспомнить фамилию, если честно, человека, чтобы даже попробовать найти. Это Как было с интересно, вот про вот этот вот Да. финальный разговор, да, грубо говоря, гостить или разговаривать. У меня недавно свеженький кейс отвала дружбы. В общем, друг, с которым я общаюсь, начиная со второго курса, а, очень много у нас с ним было сближающих событий, каких-то эмоциональных переживаний. Очень мы друг друга поддерживали и, в общем, долго дружили. И потом он переехал в Тбилиси, и в какой-то момент, ну, в общем, мы с ним переписывались периодически, достаточно редко, но это было как-то довольно формально. Ну, грубо говоря, чё как семья, как дети, а ничего, ходят в садик. Как работа, а до сих пор такая же, жестко на работе. И какая-то вот такая вот у нас была коммуникация. Ну и, в общем, это продолжалось 3 года. И несколько месяцев назад, ам, я не помню, каким образом мы списались, то ли я инициировала контакт, то ли он. Как-то мы чуть-чуть обсудили, и он поделился, что у него отвалилась психотерапия, и
у него есть мысли, да, и какие-то штуки, которыми ему не с кем поделиться, в каком-то смысле он чувствует себя одиноким. И я говорю, слушай, ну, если хочешь, мы можем созвониться и поговорить, потому что я как раз воспринимала его одним из вот этих друзей, где ты столько коммитов наделал и столько заимпактил в эти отношения, что они, ну, не разваливаются от того, что ты 3 года на самом деле нормально и не разговаривал. Вот. Но здесь меня ждал сюрприз. Он меня так очень аккуратно отстранил и сказал, что, слушай, я не готов об этом разговаривать с тобой, у нас с тобой уже другие отношения, и вообще, говорит, давно тебе хотел сказать, мне кажется, ты стагнируешь и вообще не развиваешься, и, в общем, говорит, мне с тобой неинтересно. И я думаю, ну, прикольно. Ну, прикольно. И, в общем, я написала ему, на самом деле мне было обидно. Я прям такая, в смысле, неинтересно? Я же тут вот вообще и такую работаю, и сякую, и проект у меня, и тут задорно, и саморазвитием занимаюсь. Но вот так. Но мне хватило духу, чтобы написать ему, что окей, да, я тоже это чувствую, что у нас другое состояние дружбы, и что я все равно желаю тебе добра, и если что-то понадобится, я тебе буду помогать, если это тебе будет нужно и важно. Ну и что да, я понимаю, и когда я буду в Тбилиси, может быть, это может что-то куда-то подвинуть, но пока все вот так. И мы с тех пор не переписывались. И я даже не стала догонять его тем, что нет, на самом деле я интересный человек. Сейчас я догоню и расскажу тебе, насколько я интересный человек, как я не стагнирую и как я развиваюсь. И это было очень сложно, если честно. Вот, но я собой горжусь, у меня вышло. Такая с Вот, и презентацией в я PowerPoint, прям такая. Посмотрите, да, пожалуйста, сейчас события. Вообще-то ты Почему? 3 года бы, статистика если такая. интересовался, ты бы знал, что. Да, я думаю, Счет Почему презентация дружить списывает. с хорошо. Машей? А? Да. Почему дружить с Машей хорошо? И я, если честно, после этого разговора, с одной стороны, я думала, ну классно, что он словами через рот мне это проговорил, не загостил, а с другой стороны, я думаю, а точно ли это классно? Стоило мне это говорить? В общем, я в сомнениях. Что вы думаете по этому поводу? Можно я скажу? Во-первых, я Амбассадор э, Харштрус. прям, ты прям, как сказала, у меня что сердце. Мне понравилась, сразу скажу, Выриной история, как девушка очень хорошо подошла, откровенно. То есть для меня честность, как я говорила, очень важный момент. Здесь ситуации похожие, да, ну, по сути дела, примерно. Разница, как мне показалось даже в моей внутренней реакции, это то, как информация была предоставлена. Для меня в Ириной ситуации информация была предоставлена. Ну, опять же, я основываюсь на том, как вы это девочки предоставляете. Очень так, о том, что ей не будет комфортно, она не может справиться, потому что она видит как этому человеку, потому она уходит из дружбы. В твоей ситуации ты не развиваешься. Ты. Ну, это так, как я вижу, да, то есть для меня, то есть, ну, для меня это так информация, и я бы расстроилась, да, то есть я понимаю, можно, я бы сказала, можно предоставить, слушай, мне кажется, наши дружбы идут немного другими путями, ты, ну, типа, я вижу по-другому, мне сейчас, ну, не знаю, я не вижу развития, давай, все, пока-пока. Наверное, Ну, ну, это то, как формально, я, ну, то формально, есть, да, говорю, если я бы мне... высказываниями. Это было очень корректно, да. Он сказал: "Я не чувствую интереса сейчас". И как бы вот на этом этапе так. И как бы в этом смысле все было достаточно корректно, да. Он тоже психологически грамотный человек. По идее, он знает все эти формулы про словами через рот, и достаточно корректно, но все равно в итоге суть предъявы, да, сводилась к тому, что, ну, мне с тобой неинтересно. И это как будто бы как-то это не заворачивай, это само по себе обидная история, да. Ну, потому что хочется же Ну, для всех быть интересным. я Как согласна. это? Ну, и для меня, знаете, честно, Возмутительно. когда еще тут такой момент, вот то, что сказала, психологически подкованным, для меня это сразу такой момент манипуляции небольшой, да, то есть ты знаешь, окей, я должен говорить от меня. Я не чувствую интереса к тебе. Потому что ты неинтересная. Да.
Можно, ну, то есть, а если это искренне, ты говоришь, слушай, ну, что-то как-то не идет дружба, да, что-то как-то ей непонятно, наверное, давай-ка разойдемся. Ну, я не знаю, да, это опять же я говорю, я с ваших слов, мне сразу так вот как-то оно порезало душу, а вот в ситуации с Ирой мне как-то так спокойно, ну, понятно, обидно, досадно, да, ну, окей, Да. понимаю. И я один раз проводила такой разговор сама про разрыв дружбы, Мгм. в какой-то момент. Это было, кстати, с одной из наших вот, с Настей лучших подружек универских. Вот нас там было 4, одна уехала в Германию, а в Новосибирске мы остались втроем. И у нас еще достаточно, ну, как-то этот костяк работал. И в какой-то момент, в общем, я обнаружила, что я в другой просто жизненной фазе, что я по 16 часов на работе, что у меня какие-то тусовки, и я еще не определилась с партнером, я не понимаю, за кого я выйду замуж, мне 25, и у меня просто уоу, вот. А она, кстати, познакомилась с моим лучшим другом на тот момент, и они такие выть, и все. И они уже выбирают цвет стен на кухне, да, и такие, каким цветом нам лучше покрасить стены на кухне? Я думаю, капец, я в своей квартире вообще не думаю об этом, а про вашу мне, если честно, вообще настолько похрен. Вот, я шатала выбирать цвет для стен на этом жизненном этапе. Мне 22 там, это не про меня пока. Вот, и она в какой-то момент, она такая очень контролирующая женщина. Это, кстати, было прикольно, когда ты в дружбе добираешь что-то, да. Я тоже контролирующая, но она настолько более контролирующая, чем я, что я рядом с ней расслабляюсь и чувствую себя просто Рэйчел из «Друзей». Такая, воу! И, в общем, она весь этот контроль жесточайший на меня направила и стала мне объяснять, что я неправильно живу, что я сливаю свою жизнь в унитаз, что вечеринки слишком интенсивные, что мне нужно выйти замуж, и вот это вот все, и значит, тогда мы будем дружить. И в какой-то момент я приехала к ней и сказала, слушай, ну, так не получится, ну, просто я сейчас не там, ну, ты сейчас не там. И мы поговорили достаточно хорошо о том, что, ну, просто у нас сейчас настолько разные фазы, и, наверное, это общение в какой-то мере восстановится, когда я буду на том этапе. И на самом деле сейчас мы больше общаемся, да, у нас нет этого напряжения, мы не часто встречаемся, но когда встречаемся, это всегда приятно. И, ну вот у нас восстановилась вот эта штука про то, что если я ей позвоню или она мне позвонит, мы, конечно, наверное, удивимся, но это точно будет приятное удивление, и я не буду ожидать от этого чего-то стрёмного, да, наоборот, буду думать, наверное, она хочет узнать, как у меня дела, или позвать что-нибудь поделать вместе, в общем, чего-нибудь приятного. Если можно задать вопрос, как вы думаете, вот этот разрыв с дружбой и с молодым человеком, как-то оно может, ну, можно это Сопоставить. сопоставить? Да. Ну, в чем-то да, Хороший вопрос. наверное. Просто как будто бы все равно подразумевается, что, в какой-то схеме по умолчанию друзей у тебя все таки несколько, и, ты как бы с уходом, одного друга ты не теряешь всю дружбу, а с партнером он уходит, как правило, он один, и у тебя просто ты как бы ты был с партнером, а остался без партнера и без отношений. В этом плане, наверное. Ну и все равно интенсивность, это же, ну, часто это уже сожительство какое-то, общий быт, общие планы. С другом, наверное, все равно не то чтобы прям как-то синхронизируешь планы на будущее, просто как-то живете, Вот и вы где-то вот в параллели существуете, тут сильно больше подвязок. с одной стороны, да, а с другой стороны, смотри, если говорить про то, что не по твоей инициативе это разваливается, то, грубо говоря, с партнером чаще всего подразумевается, что у вас эксклюзивные отношения, и, грубо говоря, если он с тобой расстается, то он выбирает не тебя. А друзей как бы много, и, грубо говоря, если он хочет встречаться с другим другом, ему не надо тебя бросать. И здесь вот этот оттенок более противный про то, что он прям не выбирает не тебя, он тебя не выбирает. Он такой, Мгм. нет, я с тобой не хочу. Прям вот конкретно с тобой, ты неинтересный. Маш, а у тебя остался какой-то осадок, от моего стрёмного гостинга тогда? Ну, нет, я думаю, что сейчас я не могу найти в своей душе никаких стрёмных чувств в отношении тебя. Но в процессе я сильно переживала, я не понимала, почему это происходит.
Ну и просто, да, была компания, и тут как бы Настя начинает активно отваливаться, и типа на тусовке, куда зовут Настю, не зовут меня, и наоборот, и вот это вот какая-то херня начинается, когда ты видишь, что что-то происходит, не понимаешь, что происходит, от человека информацию получить не получается. На самом деле, это чем-то, знаешь, похоже было на одну ситуацию с другим другом. М, И по поводу нее у меня, кстати, тоже не осталось hard feelings. В общем, ситуация была такая. У меня был очень хороший друг, к сожалению, он сейчас уже умер. Его звали Влад, и мы с ним познакомились, когда мне было 14, ему было 17. Мы пошли с ним как бы на дабл-дейт +1 к тем ребятам, которые, правда, хотели замутить. Мы друг другу не понравились в этом смысле. Мы стали просто общаться. И потом в какой-то момент я стала встречаться с его другом, и, в общем, мой парень поделился с ним какими-то интимными деталями нашей с ним жизни, и он решил рассказывать всем друзьям, что я шлюха. Вот, у него такая была концепция, а часть друзей, значит, решили, что это плохая идея, а часть друзей такие, ну, он наш друг, мы его поддержим. И, в общем, у нас тоже компания начала разваливаться. И я пыталась с ним поговорить и говорю, чувак, все происходит. А он такой, не-не, все нормально, все вообще хорошо, тебе кажется. И это, в принципе, было как с Настей. Вот, что ты такой, давай разберемся. А она такая, нет, тебе показалось, я вообще случайно не ответила на 5 последних твоих сообщений. Иногда отношения рушатся не только потому, что вы ценностно больше не сходитесь, но по причине всяких непреодолимых обстоятельств. Ну, например, Настя уехала в Сербию, и я не могу сказать, что наша дружба разрушилась, но вообще у меня очень многие друзья уехали за последние 3 года, и с частью из них дружба, наверное, ну, не оборвалась, но встала на паузу, а с частью я сейчас пытаюсь выстроить вот эти дистанционные отношения. И, как я говорила в пилотном выпуске, я очень остро чувствую вот эту ситуацию иммиграции без иммиграции, когда, с одной стороны, я вроде никуда не уезжала, а с другой стороны, все мои близкие люди, они теперь за хреново 1000 километров от меня, и, конечно, это тяжелее, сложнее чувствовать поддержку на расстоянии, да, и это требует, с одной стороны, больше усилий, с другой стороны, как будто бы меньше дает. И, в общем, это сложно. И что вы делаете для того, чтобы выходить из ситуации, да? То есть я себя нашла в том, что вроде бы я супер общительный человек, у которого тотальный перегруз с друзьями. У меня обычно было так, что вот у меня есть близкие люди, а еще вокруг есть какие-то люди, с которыми бы я хотела быть близкими друзьями, но они не влезают, грубо говоря, в эти слоты. И тут мне 35, и я такая, я ищу друзей, у меня их недостаточно, и это настолько некомфортная для меня ситуация. Я не была в ней, не знаю, с 12. И, в общем, это шокирующе для меня, и я не поняла, как именно это делается. Поделитесь, пожалуйста, своими рецептами. Я потом поделюсь своими размышлениями на эту тему. Ну, у меня, наверное, это не рецепт, а скорее констатация того, как сейчас все происходит. И в целом, я думаю, что меня, наверное, это устраивает. И вот этот какой-то слоеный пирог, наверное, саппортит. Что вот у меня, с одной стороны, есть вот эти вот друзья, которые в несгораемом ранге, и это вот какой-то прям крутой фундамент, вот он всегда есть. Есть близкие друзья, и вот они все-то, получается, на расстоянии. То есть мы можем и каждый день общаться, и очень глубоко, и поддерживающе, но при этом у нас нет возможности оффлайново как-то много времени проводить. Точнее, вообще нет возможности его проводить. И, наверное, с отъездом у меня вот только один формат отвалился принципиально. Вот он был, и теперь его нету, потому что он опять же замыкался на Машу. И это было про то, чтобы вот прорасти на диванах просто молча. То есть вы даже не можете ничего не делать, и вот вы просто лежите, смотрите в потолок. И можете там быстро просто сказать, типа, я сейчас приду к тебе. Или погнали гулять с фиником, там, вот прямо сейчас. Вот этого нету, этого не Лишь хватает. полночь.
Но при этом как будто бы вот что классно, секретом моего успеха стало, ну, вот так случайно вышло, и в итоге я рада, что я сейчас в этой точке. Про то, что я раньше наработала вот эти какие-то устойчивые связи, и они продолжают ехать, и они уже выживают на расстоянии. А с другой стороны, я довольно легко строю новые контакты, поэтому у меня получается заварить какие-то вот эту, какая-то не сезонная дружба, ну, короче, какая-то контекстуальная дружба, что вот я приехала в Белград и как-то сходила, ну, или даже не дружба, а просто приятельство, когда там, типа, пойдем кофе попьем, или а хочешь на концерт сходим, или вот сидит Виталия такая, давайте покрасим вам в вашем пространстве стены. И я пришла красить стены, там еще какие-то люди. Сходила на мастер-класс, мы там с кем-то подружились, там начали как-то общаться. И вот таких контактов у меня уже даже в Белграде больше, чем я готова поддерживать, потому что у меня моя социальная батарейка не такая большая. И, как мы помним, я уже сказала, что мне и в одного круто, и поэтому я как-то себя в этом чувствую спокойно и уверенно. И вот как будто бы хотелось вот одного такого близкого друга иметь в Белграде. И тогда бы у меня вообще, мне кажется, я бы заполнила все свои ниши и жила бы довольная. И вот был мой Санечка, который в итоге сейчас уезжает в Индию свою. Это тот, про которого я говорила, был коллегой, а потом мы вот в Белграде сошлись. И несмотря на то, что мы там разъезжались, а потом съезжались, это все равно классный был какой-то якорь такой. Такой, вот мы можем пойти и вот, не знаю, пиво попить. Вот. Но Индия зовет. А в остальном вот как будто бы, наверное, просто моя какая-то органика позволяет мне вот так все выстраивать, и мне не приходится изобретать какие-то новые для этого инструменты и как-то себя к чему-то пушить, к тому, что вот я вижу проблему, у меня есть дефицит дружбы, и мне нужно для этого специально сейчас какие-то усилия прикладывать. Слушайте, у меня нету реально никакого рецепта. У меня нету похожего кейса, ну, то есть прям так, чтобы супер прям близкий вот человек, вот как вы рассказываете, да, что на диване полежать. То есть это был временный промежуток, я знала, что он закончится, поэтому я сильно не тревожилась. Я как-то сконцентрировалась на других вещах, там, условно, 3-4 месяца сдюжить без лучшей подружки, ладно, как-то смогу. А, У меня, наверное, другая ситуация, но опять она меня отбрасывает наш прошлый топик. Это про потерю, возможно, какую-то. Ну, даже не потеря, а знаете, когда человек, возможно, из ранга близких друзей вот во второй, да, какой-то круг, куда-то туда попадает. Это когда вы просто долго не виделись, и ваше общение замыкалось на цифровой коммуникации, и то нечастой. А вот вы потом внезапно вместе едете в отпуск, и ты понимаешь, что, блин, такой другой человек, и так сложно идет общение, что вы на каком-то ценностном уровне перестали как будто бы пересекаться. Вы в каких-то вообще совершенно в разных мирах вообще живете. Вы по-разному как-то, ну, очевидно, все по-разному интерпретируют какие-то ситуации, но вот это разное, ты пока такой, типа, мне нужно это переварить. Готов ли я, ну, как бы близко пускать человека с таким взглядом и сейчас с таким уровнем ценностей, про который он говорит, потому что сейчас со мной это вообще не пересекается. И вот вы такие немножко как будто бы посмотрели на друг друга спустя 2 года и еще чуть-чуть отдалились, разъехавшись. Вот у меня вот такая ситуация. Вот так я поддерживаю отношения на расстоянии. Я еще отдаляюсь. Дальше. В целом, нет человека рядом, нет проблем. Самый, да, главный, наверное, такой, как я сама себе даю совет в поиске друзей сейчас, это ходить куда-то, выходить, как в джим, это, ну, спортзал, там еще куда-то, и проявлять активность. Я привыкла к тому, что, ну, как-то оно все само собой получается, а тут я так, окей, а хочешь выпить, а хочешь посерфить, а пошли на кофе. Я тоже понимаю, что периодически я так люблю сама потусоваться, но если я все-таки хочу застроить свое какое-то комьюнити в Австралии, а я этого хочу, то мне нужно, ну, что-то инвестировать, но при этом балансировать какие-то эти моменты. Вот. И здесь очень такая интересная разница для меня, потому что
Если бы я тут была, как я в Индонезии, я бы там, не знаю, хочу здесь, не хочу, по-другому было бы. А здесь я понимаю, я хочу здесь, я хочу иметь друзей, с которыми мы там празднуем вместе Рождество или еще какие-то там моменты. И для этого нужно мне чуть-чуть побольше делать. Только времени пока очень мало. И здесь тоже момент такой, что все настолько заняты в Австралии, что вот тут прям реально, ты там 21 марта такого-то в 3 часа свободен, но я тебе в календарь внесла. Сейчас жизнь примерно такая. Знаете, я Я что тоже стала подумала? вносить друзей в календарь, хотя 10 лет назад я думала, что это жлобство полное То же друзей в самое. календарь То же вставлять. самое. Да. Настя, извини, перебила тебя. Да, я поняла, что вот для меня очень крутым, стало таким символом того, что я как-то в Белграде, проросла какими-то контактами и приятелями. Это ситуация, когда ты в новом месте случайно знакомых людей встречаешь. И вот я неделю назад ездила на Визаран, и вот он безумно прошел, я была ужасно уставшая, и я возвращаюсь, пошла гулять с Фиником, иду там с 3 пакетами тяжелыми еды, просто плетусь, так мне просто добраться до дома, сейчас просто добраться до дома. И я прохожу мимо одной из своих любимых кофеин, а там сидят знакомые ребята, с которыми я уже здесь познакомилась, просто случайно в этой же кофейне. И я просто села, и я настолько выдохнула, укрылась в пледиком, выпила кофейку, и вот это ощущение крутейшее, что ты просто, как казалось бы, вообще в каком-то месте неожиданном находишься, а при этом оно уже как будто бы дом, потому что у тебя здесь приятели, которым ты рада, которые тебе рады, и вот ты села, и все, и, короче, тебя попустило, и ты такая, кайф. И вот это прикольно. И меня начало сразу привязывать к Белграду, а поскольку я Белград не рассматриваю как Final Destination, я такая, блин, а как же так? Здесь так круто, такое комьюнити в целом там русскоязычное, а я уеду куда-нибудь, и, скорее всего, там будет не так, потому что Белград — это, ну, как мне кажется, один из самых крупных хабов и с качественным, мне кажется, именно такими, контактами. А потом я подумала, что да блин, короче, я уверовала в то, что вот то, что я говорила про то, что это моя органика, что ну уж я, наверное, не пропаду и везде плюс-минус я там обрасту какими-то связями. А еще я вспоминаю, что я жила там 5 месяцев в Африке, и у меня вся моя жизнь замыкалась на одного человека, и не то чтобы я сильно чувствовала себя там одиноко. Поэтому я такая, кажется, я буквально выживу даже в Африке. И это чуть-чуть попускает тоже как-то. Наверное, я тему дружбы способна закрывать вообще где угодно так, чтобы она на базовом уровне каком-то была. Можно вот эти вот идеальные картинки строить, там, опять же, да, там, про Машу под боком, но в целом какой-то уровень, в котором я чувствую, что мое качество жизни не страдает, обеспечивается легко, и это хорошо. На этой позитивной ноте я напомню, что суициды совершают не те, кто живет плохо, а те, кто стал жить хуже. И вот у меня в академии была полная идиллия, девочки. Просто, ну, офигенно. Я расскажу историю про ощущение, знаете, антиодиночества. Ну, и я Маша, сейчас, Маша, пока вы Маша, говорили, Маша, пожалуйста, можно я еще вот просто сюда же добавлю историю, она отлично иллюстрирующая про тоже, вот туда же, про одесский дворик. Короче, вот у нас этот дом, в котором мы жили, он большой, многоквартирный, в общем, там большая детская площадка, и там просто, я жила там, и мой офис находился вот прям в моем же подъезде в цоколе, и там, ну, там лето было открыто окно, и туда просто можно было буквально как бы типа с улицы через окно залазить. И вот это просто склейка как бы событий, которые, ну, наверное, разворачивались буквально там минутах на 10, что я сижу на работе, вижу, что проходит Маша с Ми, или они там тусуются на площадке, я вылажу через окно к ним, потому что дверь на противоположную сторону выходила, я вылажу через окно, мы там что-то сидим на этих, ну, типа, качаемся на этих лошадях детских. Тут же через дорогу был офис у другой Машиной подруги, которая сейчас, близкой подруги, которая сейчас живет в Таиланде, и как бы тоже, получается, Маша ее потеряла. Она это все зрелище увидела из окна, короче, тоже пришла к нам качаться на этих лошадях. Вот мы уже все вместе общаемся. А потом приехала сестра Машиного мужа,
я уже не помню, почему она приехала, и, в общем, просто мы такие: о, кстати, вот или Она там тоже там все работала через дорогу с да, Тасей. да, точно, да. И такая, типа, и вот еще Марго там за забором идет, мы такие: "Марго, айдай сюда, мы тут качаемся на качелях". И это, типа, вот просто, ну, типа, отрезок 10-минутный этой А вакханалии. это 3 из, не знаю, 5 моих самых любимых женщин, чтобы вы понимали. Вот, и они вот так были плотно. Один раз я даже помню, муж меня позвал из ванной, говорит: "Тебя". Я говорю: "Что меня?" И он меня подводит к окну, а там Настя стоит с еще одной нашей студенческой подругой, и они орут: "Скинь мяч! Скинь мяч!" Это было так офигенно. Мне очень понравилось. Мне было уже сильно за 20, и я это оценила. Тебе уже Вы было знаете, сильно за пока вы 30, я бы даже сказала. сильно за 30, да. Я надеюсь, что мне сейчас не сильно за 30. Настя, что ты все ломаешь? Это Не, еще не чуть-чуть. сильно. Чуть-чуть, да. Я хотела сказать, что пока вы говорили, я поняла, что у меня все основные способы заводить друзей, они отвалились, потому что у меня был отличный канал, я встречалась с мужиками, у них были друзья, и я замирала себе всех их друзей. Вот. Это, может быть, было нечестно с моей стороны, но когда мы расходились, обычно их друзья оставались со мной, если они собирались их делить. Вот. Потом еще классно было. Ты приходишь на работу, и там тоже всех дружишь, и это тоже классно. А теперь у меня есть муж, всех его друзей я уже передружила, больше там не нарисуется, а на работе тоже очень ограничено социально, да. То, что раньше я приходила в большой коллектив, и там были подчиненные какие-то еще ребята, а сейчас это консалтинг. Я вижу там одного, двух, четырех собственников на созвоне, и все. И они, как правило, не знаю, в Москве, в Берлине, еще кто-то где, и с ними не то, чтобы можно дружить, да. А, Раньше я могла дружить со студентами, потому что была маленькая разница. Сейчас я понимаю, что это уже непреодолимая история. У нас слишком большой гэп. И это тоже не работает. Ам, и, в общем, когда я поняла, что очень стыдно остаться человеком без друзей. Я действительно испытывала жгучий стыд от того, что у меня вот эта вот близкая дружба не закрыта. И я думала, что я буду делать это так, что вот у меня был ближний круг, он, грубо говоря, уехал, мне нужно теперь впустить кого-то из второго круга ближе. Но на самом деле так не вышло. То есть я уже думала, что я буду ходить по каким-то комьюнити-ивентам, где вы вместе лепите глину, и ты знакомишься с классными девчулями, потому что им тоже интересно ходить на менеджмент. Но, во-первых, это все равно странно, когда тебе 35, подойти к другой девушке и сказать: "Я хочу с тобой дружить". Вот, так как-то не очень работает. И, в общем, я долго думала эту мысль, и я так и не решилась. И сейчас это закрылось тем, что я завела себе гораздо больше онлайн-общения, да, то есть у меня появилось комьюнити вот этого подкаста, да, там еще у нас с Ирининой, с Днюхи Ирины шевеляшки какие-то, другое там женское комьюнити, они тоже очень классные. И, короче, как будто это все больше прорастает в онлайн, а вот эта вот история про полежать на диване, она ничем не замещается. Кстати, еще была идея от моей близкой подруги, которая нынче уже живет не в России, про то, что можно... Муж очень грозно на меня смотрит, пора заканчивать. Про то, что можно пробовать дружить с мамами Мииных друзей. И некоторые из них хорошие люди, но там есть вот этот барьер, который ты такой, ты даже их во второй круг не включаешь. То есть, типа, у вас какие-то такие заведомо формальные отношения, что, типа, у вас дети дружат. Не знаю, наверное, это как у собаководов, грубо говоря. Я знаю не тебя, а твою собаку. Вот здесь, как бы, вы даже и приятные люди, но это не переходит, да, во что-то. Я с одной мамой 1,5 года была на «вы», хотя как бы, ну вот, в общем, это интересно, оно не прорастает туда дальше. И я боюсь, что в диван оно так и не прорастет. Вот такое мое пессимистичное опасение. Зато Маша через 3 недели приезжает ко мне в Белград, и мы улежимся просто. Да, я через 2 2 недели. недели я лечу на целую неделю лежать к Насте на диване в Белград. И это Круто. классная новость. Борщ Вот, не я Вот это вам страшно готовишь? этому один, радуюсь. один из вариантов, как поддерживать отношения, просто ездить друг к Да, другу. Да. ты просто Инвестиция, летишь. деньги, время. Само то. Да, ну и в Да. общем на этом мы завершаем наш выпуск. Спасибо, что были с нами на этом. Сейчас, извините, все, голова трава. Все, сейчас еще Да, раз. Мы сворачиваемся. В нашем телеграм-канале мы планируем освещать истории о безумной дружбе и хотим, чтобы вы тоже делились ими с нами. Подписывайтесь, оставайтесь на связи. Будем рады. До следующей встречи.
Тизер, история с Машей, как мы ездили в Продолжаем. час ночи на кладбище. Все в О, теме. да, будем ждать там. Ой, Чао. 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 Всё. Мы сделали это! готово. Виталя, ты уже просто такой. Дружба, дружба. Всё. Девчонки, у меня сейчас муж съест.